Джек Хартингтон с сожалением оценил свой удар. Стоя у меча, он оглянулся на метку, измеряя расстояние. Его лицо красноречиво выражало отвращение и презрение, которое он испытывал к самому себе. Со вздохом он взмахнул клюшкой и сделал 2 резких удара, уничтожив по очереди одуванчик и пучок травы, а затем решительно повернулся к мечу. Когда тебе 24 года и единственное, чего ты хочешь в жизни, это освоить навыки успешной игры в гольф, трудно уделять время и внимание проблеме заработка на жизнь. 5,5 дней из 7 Джек был заточен в своего рода красной гробнице, называемой городом. Субботний день и воскресенье были беззаветно посвящены настоящему делу жизни, поэтому в порыве рвения он снял номер в маленьком отеле неподалеку от полей для гольфа в Стоуртон-Хит-Линкс и ежедневно вставал в 6 утра, чтобы часок попрактиковаться, прежде чем сесть на поезд в 8:46, идущий в город. Единственным недостатком этого плана было то, что он, казалось, был не способен в такой ранний час выполнять успешные удары. После неудачного взмаха клюшкой следовал неудачный удар по мячу, и мячи весело разлетались по полю. Джек вздохнул, крепко сжал свою клюшку и повторил про себя волшебные слова. Левой рукой прямо вперед, не поднимая глаз. Он размахнулся и замер, окаменев, когда пронзительный крик разорвал тишину летнего утра. «Убивают!» — кричал кто-то. «Помогите! Убивают!» Это был женский голос, затихший в конце, превратившись в нечто вроде булькающего вздоха. Джек бросил свою клюшку и побежал в направлении звука. Он доносился откуда-то совсем рядом. Эта конкретная часть местности была довольно дикой, и вокруг было мало домов. На самом деле поблизости был только один маленький живописный коттедж, который Джек часто замечал из-за его атмосферы изысканности Старого Света. Именно к этому коттеджу он и побежал. Он был скрыт от Джека поросшим вересковым склоном, но он обогнул его и меньше чем через минуту стоял, положив руку на маленькую запертую калитку. В саду стояла девушка, и на мгновение Джек пришел к естественному выводу, что именно она звала на помощь. Но он, видимо, ошибся. В руках у нее была маленькая корзинка, наполовину наполненная сорняками, и очевидно, что она только что закончила пропалывать широкий бордюр из анютиных глазок. Джек заметил, что ее глаза сами были похожи на анютины глазки, бархатистые, мягкие и темные, скорее фиолетовые, чем голубые. Она вообще была похожа на анютины глазки в своем прямом фиолетовом льняном платье. Девушка смотрела на Джека с выражением раздражения и удивления. «Прошу прощения», — сказал молодой человек. «Это вы только что кричали?» «Я?» «Конечно, нет». Ее удивление было настолько искренним, что Джек смутился. У нее был очень мягкий и приятный голос с слегка иностранным акцентом. «Но, должно быть, вы слышали этот крик?» — воскликнул он. «Он доносился откуда-то совсем рядом, отсюда». Она уставилась на него. «Я вообще ничего не слышала». Джек, в свою очередь, пристально посмотрел на нее. Было совершенно невероятно, что она не услышала этот мучительный призыв о помощи. И все же ее спокойствие было настолько естественным, что он не мог поверить, что она ему лжет. «Это было где-то поблизости», — настаивал он. Теперь она смотрела на него с подозрением. «Что кричали?» — спросила она. «Убивают, помогите, убивают». «Убивают, помогите, убивают», — повторила девушка. «Кто-то сыграл с вами злую шутку, мсье. Кого здесь могли убивать?» Джек смущенно огляделся вокруг, мысленно представляя, как обнаруживает мертвое тело на садовой дорожке. И все же он был совершенно уверен, что крик, который он слышал, был реальным, а не плодом его воображения. Он посмотрел на окна коттеджа, все казалось совершенно тихим и мирным. «Вы хотите обыскать наш дом?» — сухо спросила девушка. Она была настроена очень скептически, и Джек растерялся еще больше. Он повернулся. «Простите», — сказал он.
Должно быть, это донеслось из леса повыше. Он приподнял кепку и ушел. Оглянувшись через плечо, он увидел, что девушка спокойно продолжает свою прополку. Некоторое время он бродил по лесу, но не нашел никаких признаков того, что произошло что-то необычное. И все же он был уверен, что действительно слышал крик. В конце концов он прекратил поиски и поспешил домой, чтобы быстро позавтракать и успеть на поезд в 8:46 с обычным запасом в секунду или около того. Его немного мучила совесть, когда он сидел в поезде. Разве он не должен был немедленно сообщить об услышанном в полицию? То, что он этого не сделал, было исключительно из-за недоверия этой девушки. Она явно подозревала его в ухаживаниях. Возможно, полиция могла бы сделать тот же самый вывод. Был ли он абсолютно уверен, что слышал крик? Пытаясь вспомнить утраченное ощущение, теперь он уже не был так уверен в этом, как раньше. Может, это был крик какой-то птицы вдалеке, который он принял за женский голос. Но он сердито отверг это предположение. Это был женский голос, и он его слышал. Он вспомнил, как посмотрел на часы как раз перед тем, как раздался крик. Было 25 минут 8. Этот факт мог бы пригодиться полиции, если что-нибудь обнаружится. Возвращаясь домой в тот вечер, он с тревогой просматривал вечерние газеты, чтобы узнать, не было ли в них упоминаний о совершенном преступлении. Но там ничего не было, и он не знал, испытывать облегчение или разочарование. Следующее утро выдалось дождливым, настолько дождливым, что энтузиазм даже самого заядлого игрока в гольф мог угаснуть. Джек встал в последний момент, проглотил завтрак, побежал на поезд и снова нетерпеливо просмотрел газеты. По-прежнему никаких упоминаний о том, что было обнаружено что-либо ужасное. «Странно», — сказал Джек сам себе. «Но это так. Наверное, какие-то маленькие мальчишки играли в лесу». На следующее утро он вышел из дома рано. Проходя мимо коттеджа, он краем глаза заметил, что девушка снова в саду, пропалывает грядки. Очевидно, это вошло у нее в привычку. Он сделал особенно хороший удар и надеялся, что она это заметила. Готовясь к следующему удару, он взглянул на часы. «Всего 25 минут 8», — пробормотал он. «Интересно...» Слова застыли у него на губах. Позади него раздался тот же крик, который так напугал его раньше. Женский голос в полном отчаянии. «Убивают! Помогите! Убивают!» Джек помчался обратно. Девушка с глазами, похожими на Анютины глазки, стояла у калитки. Она выглядела испуганной, и Джек с торжествующим видом подбежал к ней, выкрикивая: «Ну хоть на этот раз вы услышали?» Ее глаза были широко раскрыты от каких-то эмоций, которые он не мог понять, но он заметил, что она отпрянула от него, когда он приблизился, и даже оглянулась на дом, как будто раздумывала, словно собираясь побежать туда в укрытие. Она покачала головой, уставившись на него. «Я вообще ничего не слышала», — удивленно сказала она. Это было так, словно она дала ему пощечину. Ее искренность была настолько очевидна, что он не мог ей не поверить. И все же он не мог себе этого представить, он не мог. Он услышал ее тихий голос, почти сочувственный. «У вас контузия, да?» Во мгновение ока он понял выражение страха в ее взгляде, ее ответный взгляд на дом. Она подумала, что он страдает галлюцинациями. И вдруг его как будто окатили холодной водой. А что, если она была права, и он страдал галлюцинациями? Охваченный ужасом от этой мысли, он повернулся и, спотыкаясь, пошел прочь, не сказав ни слова. Девушка посмотрела ему вслед, вздохнула, покачала головой и снова склонилась над прополкой. Джек стал обдумывать происходящее. «Если я снова услышу этот жуткий крик в 25 минут 8, — сказал он себе, — то будет ясно, что у меня какая-то галлюцинация, но я не хочу больше это слышать». Он нервничал весь день и рано лег спать, решив на следующее утро проверить все еще раз.
Вполне естественно для такой ситуации, что он не мог уснуть до полуночи и утром проспал. Было 20 минут 8, когда он выбежал из отеля и побежал в сторону поля для гольфа. Он понял, что не сможет добраться до рокового места к 25 минутам, но, конечно, если голос был чистой галлюцинацией, он услышит его где угодно. Джек побежал дальше, не отрывая глаз от стрелок своих часов. Наступило 25 минут 8. Откуда-то издалека донеслось эхо зовущего женского голоса. Слов было не разобрать, но он был убежден, что это был тот же самый крик, который он слышал раньше, и что он раздавался с того же места где-то по соседству с коттеджем. Как ни странно, этот факт успокоил его. В конце концов, это может быть мистификацией. Каким бы невероятным это ни казалось, сама девушка могла сыграть с ним злую шутку. Он решительно расправил плечи и достал клюшку из сумки для гольфа. Он отыграл несколько лунок до коттеджа. Девушка, как обычно, была в саду. Когда он приподнял кепку в знак приветствия, она подняла глаза и довольно застенчиво сказала: «Доброе утро». Она выглядела, подумал он, прекраснее, чем когда-либо. «Хороший денек, не правда ли?» — весело крикнул Джек, внутренне упрекая себя за банальность этой фразы. «Да, действительно прекрасный. Полагаю, такая погода благоприятна для сада?» Девушка слегка улыбнулась, обнаружив очаровательные ямочки на щеках. «Увы, нет, моим цветам нужен дождь, видите, они все высохли». Джек принял ее приглашающий жест и подошел к низкой живой изгороди, отделяющей сад от поля, глядя поверх нее в сад. «Они кажутся нормальными», — неловко заметил он, осознав, что при этих словах девушка бросила на него слегка жалостливый взгляд. «Солнце — это хорошо, не так ли?» — сказала она. «Что касается цветов, то их всегда нужно поливать, но солнце придает сил и восстанавливает здоровье. Месье сегодня намного лучше, я вижу». И ее ободряющий тон вызвал сильное раздражение у Джека. «Что же это такое?» — сказал он себе. «Она что, пытается вылечить меня внушением?» «Я в полном порядке», — сказал он. «Тогда это хорошо», — быстро и успокаивающе ответила девушка. У Джека было чувство, что она ему не верит. Он отыграл еще несколько лунок и поспешил обратно в отель. Завтракая, он не в первый раз почувствовал пристальный взгляд мужчины, который сидел за соседним столом. Это был мужчина средних лет с волевым лицом. У него была небольшая темная бородка и очень проницательные серые глаза, а также непринужденность и уверенность в манерах, которые ставили его в один ряд с высшими представителями профессионального класса. Джек знал, что его звали Левингтон, и до него доходили смутные слухи о том, что он известный специалист в области медицины. Но поскольку Джек не был завсегдатаем Харли-стрит, это имя ему почти ничего не говорило. Однако этим утром он чувствовал, что за ним пристально наблюдают, и это его немного напугало. Было ли у него на лице что-то такое, что все это видели? Знал ли этот человек в силу своего профессионального призвания, что в его скрытом сером веществе что-то не так? Джек вздрогнул при этой мысли. Неужели это правда? И он действительно сходит с ума? Было ли это все галлюцинацией или это был чей-то злой розыгрыш? И внезапно ему в голову пришел очень простой способ проверить это. До сих пор он совершал свою прогулку в одиночестве. Предположим, если бы с ним был кто-то еще, тогда может произойти одно из трех событий. Голос мог бы молчать, либо они оба его услышат, или голос услышит только он один. В тот вечер он приступил к осуществлению своего плана. Левингтон был тем человеком, которого он хотел пригласить с собой. Они довольно легко завязали разговор. Мужчина постарше как будто ждал знакомства. Было ясно, что по той или иной причине Джек заинтересовал его и довольно легко и естественно согласился с предложением сыграть вместе несколько лунок перед завтраком. Они договорились встретиться на следующее утро, отправившись в путь незадолго до 7.
Это был прекрасный день, тихий и безоблачный, но не слишком теплый. Доктор играл хорошо, Джек отвратительно. Все его мысли были заняты предстоящим событием. Он то и дело украдкой поглядывал на часы. Они достигли 7-й метки около 20 минут 8-го. Между ней и лункой находился коттедж. Девушка, как обычно, была в саду. Когда они проходили мимо, она не подняла глаз. 2 шара лежали на лужайке. Джек стоял у лунки, доктор на некотором расстоянии. «Какой же выбрать прием?» — сказал Левингтон, обдумывая удар. «Я должен попробовать это, я полагаю». Он наклонился, прикидывая, какую линию ему следует избрать. Джек стоял неподвижно. Его глаза были прикованы к своим часам. Было ровно 25 минут 8-го. Мяч быстро пробежал по траве, остановился на краю лунки, поколебался и упал в нее. «Хороший удар», — сказал Джек. Его голос звучал хрипло и не похоже. Он поправил свои наручные часы вверх по руке со вздохом облегчения. Ничего не произошло. Чары были разрушены. «Если вы не возражаете подождать минутку, — сказал он, — я, пожалуй, выкурю трубку». Они ненадолго остановились на 8-й метке. Джек набил и раскурил трубку. Пальцы против его воли слегка дрожали. Казалось, с его души свалился огромный груз. «Господи, какой сегодня хороший день!» — заметил он с большим удовлетворением, глядя на открывающийся перед ним ландшафт. «Продолжайте, Левингтон, ваш удар!» И вдруг это произошло как раз в тот момент, когда доктор наносил удар. Женский голос, высокий и страдальческий. «Убивают! Помогите! Убивают!» Трубка выпала из онемевшей руки Джека, когда он резко повернулся в направлении звука, а затем, опомнившись, затаил дыхание и уставился на своего спутника. «Немного неудачно», — сказал Левингтон, глядя вслед за мячом, прикрывая глаза ладонью. Он ничего не слышал. Казалось, что мир завращался вокруг Джека. Он сделал шаг или 2, тяжело пошатываясь. Когда он пришел в себя, он лежал на скошенной траве, а Левингтон склонился над ним. «Все хорошо, успокойтесь». «Что произошло?» «Вы упали в обморок, молодой человек. Или почти упали». «Боже мой», — сказал Джек и застонал. «В чем проблема? Вас что-то беспокоит?» «Я расскажу вам через минуту, но сначала я бы хотел спросить у вас кое о чем». Доктор сам раскурил трубку и устроился рядом. «Спрашивайте все, что хотите», — спокойно сказал он. «Вы наблюдали за мной последний день или 2. Почему?» Глаза Левингтона слегка блеснули. «Это довольно назревающий вопрос. Знаете ли, кошка может смотреть на короля». «Не уходите от ответа, я серьезно. Почему вы это делали? У меня есть важная причина спрашивать». Лицо Левингтона стало серьезным. «Я отвечу вам совершенно честно. Я распознал в вас все признаки человека, испытывающего острое напряжение, и меня заинтриговало, с чем же это связано. Я могу сказать вам об этом. Достаточно легко», — горько сказал Джек. «Я схожу с ума». Он резко замолчал, но его заявление, похоже, не вызвало ожидаемого интереса и ужаса, поэтому он повторил. «Говорю вам, я схожу с ума». «Очень любопытно», — пробормотал Левингтон. «Действительно, очень любопытно». Джек почувствовал возмущение. «Просто любопытно? Врачи такие бессердечные». «Полно, мой юный друг, я не это имел в виду. Начнем с того, что, хотя я получил степень, я не занимаюсь медицинской практикой. Строго говоря, я не врач, то есть не врач, лечащий тело». Джек пристально посмотрел на него. «Вы лечите разум?» «Да, в некотором смысле, но, если точнее, я называю себя доктором, исцеляющим души». «О,
Я чувствую пренебрежение в вашем тоне, и все же мы должны использовать какое-то определение того, что может быть отделено и существовать независимо от своего телесного дома, тела. Вы должны принять существование души, знаете ли, молодой человек. Это не просто религиозный термин, изобретенный священнослужителями. Но мы будем называть это разумом, или подсознательным «я», или любым другим термином, который вам больше подходит. Вы только что обиделись на мой тон, но я могу заверить вас, что мне действительно показалось очень любопытным, что такой уравновешенный и совершенно нормальный молодой человек, как вы, страдает от заблуждения, что он сходит с ума. Я действительно не в своем уме, это же очевидно. Вы простите меня за то, что я так говорю, но я в это не верю. Я страдаю от галлюцинаций. После ужина? Спросил доктор. Нет, утром. Не может этого быть, сказал доктор, вновь раскуривая погасшую трубку. Говорю вам, я слышу то, чего не слышит никто другой. Ну, знаете ли, один человек из 1000 может видеть спутники Юпитера. Поскольку остальные 999 не могут их видеть, нет причин сомневаться в существовании спутников Юпитера, и уж точно нет причин называть 1000-го человека сумасшедшим. Спутники Юпитера – это доказанный научный факт, сказал Джек. Вполне возможно, что заблуждения сегодняшнего дня могут стать доказанными научными фактами завтрашнего дня, парировал доктор. Вопреки желанию Джека, деловитый тон Левингтона оказал свое действие. Он почувствовал неизмеримое успокоение и воодушевление. Доктор внимательно смотрел на него минуту или две, а затем кивнул. «Так-то лучше», — сказал он. «Проблема с вами, молодые люди, в том, что вы настолько самоуверены, что ничто не может существовать вне вашей собственной философии, и вы выходите из себя, когда происходит что-то, что заставляет вас отказаться от этого мнения. Давайте выслушаем ваши основания полагать, что вы сходите с ума, и после этого решим, сажать вас под замок или нет». Джек рассказал все произошедшие события как можно точнее. «Но чего я не могу понять, — закончил он, — так это почему сегодня утром крик раздался в 7:30, с опозданием на 5 минут». Левингтон подумал минуту или две. «Сколько сейчас времени на ваших часах?» — спросил он. «Без 7:45, — ответил Джек, сверившись с циферблатом. «Тогда это достаточно просто. На моих без 28. Ваши часы спешат на 5 минут. Это очень интересный и важный момент для меня. На самом деле это бесценно». «В каком смысле?» Джек начал проявлять интерес. «Ну, очевидное объяснение заключается в том, что в первое утро вы действительно слышали какой-то подобный крик. Возможно, это была шутка, возможно, нет. На следующее утро вы внушили себе, что услышали его в то же время». «Я уверен, что я не делал этого». «Несознательно, конечно, но подсознание проделывает с нами некоторые забавные трюки, вы же знаете. Но в любом случае это объяснение не стоит игнорировать. Если бы это был случай внушения, вы услышали бы крик в 8:25 по вашим часам, и вы никогда бы не услышали его, когда время, как вы думали, уже прошло». «И что это значит?» «Ну, это же очевидно. Этот крик о помощи занимает совершенно определенное место и время в пространстве. Место находится неподалеку от этого коттеджа, а время 8:25. Да, но почему я стал тем, кто это услышал? Я не верю в привидения и всю эту жуткую чушь. Духи читают рэп и все остальное в этом роде. Почему я должен слышать эту ужасную штуку?» «Ах, это мы пока сказать не можем. Любопытно, что многие из лучших медиумов произошли из убежденных скептиков. Не люди, интересующиеся оккультными явлениями, получают проявления. Некоторые люди видят и слышат то, чего не видят другие люди. Мы не знаем причину. И в 9 случаях из 10 они не хотят этого видеть или слышать и убеждены, что страдают от заблуждений, точно так же, как и вы. Это как электричество. Некоторые вещества являются хорошими проводниками, другие – непроводниками.
и долгое время мы не знали почему, и нам приходилось довольствоваться тем, что просто принимали этот факт. Теперь мы знаем почему. Когда-нибудь, без сомнения, мы узнаем, почему вы слышите это, а я и девушка нет. Все управляется естественным законом. Вы знаете, на самом деле нет такой вещи, как сверхъестественное. Выяснение законов, которые управляются так называемыми психическими явлениями, будет непростой работой, но каждая мелочь помогает. «Но что мне делать?» – спросил Джек. Левингтон усмехнулся. «Я думаю вот что. Вы хорошо позавтракайте, мой юный друг, и отправляйтесь в город, не забивая себе голову вещами, которых вы не понимаете. Я со своей стороны покопаюсь и посмотрю, что я могу разузнать об этом коттедже. Смею поклясться, что именно в нем кроется тайна». Джек поднялся на ноги. «Хорошо, сэр, я согласен, только...» «Да?» – спросил врач. Джек неловко покраснел. «А с девушкой все в порядке?» «Я уверен, что с девушкой все в порядке», – пробормотал он. Левингтон выглядел удивленным. «Вы не говорили мне, что она хорошенькая девушка. Но не унывайте, я думаю, тайна появилась там раньше, чем она поселилась». Джек вернулся домой в тот вечер, сгорая от любопытства. К этому времени он уже слепо доверял Левингтону. Доктор воспринимал это естественно и был деловит и невозмутим, чем Джек был впечатлен. Спустившись вниз, он обнаружил, что его новый друг ждет его в холле, и доктор предложил им поужинать вместе за одним столом. «Есть какие-нибудь новости, сэр?» – с тревогой спросил Джек. «Я собрал историю жизни в Хизер-коттедж. Сначала его арендовали старый садовник и его жена. Старик умер, а вдова ушла к своей дочери. Затем им завладел строитель и с большим успехом модернизировал его, продав городскому джентльмену, который пользовался им по выходным. Около года назад этот джентльмен продал его неким людям по имени Тернер, мистеру и миссис Тернер. Судя по всему, они были довольно любопытной парой, насколько я могу судить. Он был англичанином, его жена, как считается в народе, отчасти русская, и она была очень красивой женщиной экзотического вида. Они жили очень тихо, ни с кем не виделись и почти никогда не выходили за пределы сада коттеджа. Ходят местные слухи, что они чего-то боялись, но я не думаю, что нам следует полагаться на это. Затем, внезапно, в один прекрасный день, они ушли. Убрались однажды рано утром и больше не вернулись. Здешние агенты вскоре получили письмо от мистера Тернера, написанное из Лондона, в котором им предписывалось продать дом как можно быстрее. Мебель была распродана, а сам дом был продан некому мистеру Моливеру. На самом деле он прожил в нем всего 2 недели, затем объявил, что сдаст его с мебелью. Люди, которые сейчас в нем живут, это уважаемый профессор французского языка и его дочь. Они живут там всего 10 дней. Джек переваривал это в тишине. «Я не вижу, что нам это что-то дает», — сказал он наконец. «А вы что думаете?» «Я бы предпочел побольше узнать о Тернерах», — тихо сказал Левингтон. «Они ушли очень рано утром, вы помните. Насколько я могу судить, никто на самом деле не видел, как они уходили. Мистера Тернера видели с тех пор, но я не смог найти никого, кто видел бы миссис Тернер». Джек побледнел. «Этого не может быть. Вы же не хотите сказать?» «Не волнуйтесь, молодой человек. Энергия любого человека в момент смерти, и особенно насильственной смерти, на его окружение очень сильна. Предполагается, что все окружение может поглощать эту энергию, передавая ее, в свою очередь, на соответствующим образом настроенный приемник, в данном случае на вас». «Но почему я?» – негодующе пробормотал Джек. «Потому что я не тот, кто мог бы что-то сделать». «Вы рассматриваете эту силу как разумную и целенаправленную, а не слепую и механическую. Я сам не верю в земных духов, посещающих какое-то место с какой-то определенной целью.
Но то, что я наблюдал снова и снова, пока не могу назвать просто случайным совпадением. Это своего рода слепое нащупывание справедливости, этакое подземное движение слепых сил, всегда неясно действующих в направлении достижения этой цели. Он встряхнулся, как будто отбрасывая какую-то навязчивую идею, которая занимала его, и повернулся к Джеку с готовой улыбкой. «Давайте оставим эту тему, по крайней мере, на сегодняшний вечер», – предложил он. Джек с готовностью согласился, но оказалось не так-то просто выбросить эту тему из головы. В течение выходных он сам энергично наводил справки, но ему удалось выяснить немногим больше, чем доктору. Он определенно отказался от игры в гольф перед завтраком. Следующее звено в цепочке появилось с неожиданной стороны. Однажды, вернувшись домой, Джек узнал, что его ждет молодая леди. К его огромному удивлению, это оказалась девушка из сада, цветочница, как он всегда называл ее про себя. Она была очень нервной и смущенной. «Вы простите меня, месье, за то, что я пришла к вам вот так, но есть кое-что, что я хочу вам сказать. Она неуверенно огляделась. «Проходите сюда», – быстро сказал Джек, направляясь в опустевшую дамскую гостиную отеля, унылую комнату, обшитую большим количеством красного плюша. «А теперь садитесь, мисс Маршо, мсье, Фелис Маршо. Садитесь, мадмуазель Маршо, и расскажите, что случилось». Фелис послушно села. Сегодня она была одета в темно-зеленое, и красота и очарование гордого маленького личика были очевидны как никогда. Сердце Джека забилось быстрее, когда он сел рядом с ней. «Дело вот в чем», — объясняла Фелис. «Мы здесь совсем недолго, и с самого начала мы слышали, что в доме, нашем таком милом маленьком домике, водятся привидения. Ни один слуга не хочет работать в нем. Это не так уж и важно, я могу вести хозяйство и готовить достаточно легко». «Ангел», — подумал влюбленный молодой человек, — «она замечательная». Но внешне он сохранял подобие делового внимания. «Все эти разговоры о призраках, я думала, что все это глупости. Так было еще 4 дня назад. Но, мсье, 4 ночи подряд мне снится один и тот же сон. Вот стоит дама, она красивая, высокая, светловолосая. В руках она держит голубую фарфоровую вазу. Она расстроена, очень расстроена, и постоянно протягивает мне вазу, как бы умоляя меня что-нибудь с ней сделать. Но, увы, она не может говорить, и я не знаю, о чем она спрашивает. Это был сон в течение первых 2 ночей. Но позапрошлой ночью был другой сон. Она и голубая ваза исчезли, и внезапно я услышала ее голос, выкрикивающий. Я знаю, что это ее голос, вы понимаете, и, о, месье, слова, которые она произносила, это были те слова, которые вы говорили мне тем утром. «Убивают, помогите, убивают». Я проснулась в ужасе и сказала себе: это кошмар, слова, которые мне приснились, это случайность. Но прошлой ночью мне снова приснился этот сон. «Мсье, вот в чем дело. Вы ведь тоже слышали эти слова. Что же нам делать?» На лице Фелисы был ужас. Ее маленькие ручки сложились вместе, и она умоляюще смотрела на Джека. Последний изобразил безразличие, которого на самом деле он не чувствовал. «Все в порядке, мадмуазель Маршо. Вы не должны волноваться. Я скажу вам, что я хотел бы, чтобы вы сделали. Если вы не возражаете, повторите всю эту историю моему другу, который остановился здесь, доктору Левингтону». Фелис согласилась на это предложение, и Джек отправился на поиски Левингтона. Он вернулся с ним через несколько минут. Левингтон внимательно посмотрел на девушку, отвечая на торопливое представление Джека. Несколькими ободряющими словами он вскоре успокоил ее, а сам, в свою очередь, внимательно выслушал ее историю. «Очень любопытно», — сказал он, когда она закончила. «А вы рассказали об этом своему отцу?» Фелис покачала головой. «Мне не очень хотелось беспокоить его, он все еще очень болен». Ее глаза наполнились слезами.
и я скрываю от него все, что может взволновать его. «Я понимаю», — любезно сказал Левингтон, «и я рад, что вы пришли к нам, мадемуазель Маршо. Присутствующий здесь Харктингтон, как вы знаете, пережил нечто подобное вашему. Думаю, я могу сказать, что сейчас мы на верном пути. Вы больше ничего не можете вспомнить?» Фелис сделала быстрое движение. «Конечно, какая я глупая! В этом смысл всей истории. Взгляните, мсье, на то, что я нашла в задней части одного из шкафов, куда оно завалилось за полку». Она протянула им грязный лист ватмана, на котором был грубо выполнен акварелью набросок. Это была простая мазня, но сходство было достаточно хорошим. На ней была изображена высокая светловолосая женщина с чем-то неуловимо неанглийским в лице. Она стояла у стола, на котором стояла голубая фарфоровая ваза. «Я нашла это только сегодня утром», — объяснила Фелис. «Мсье доктор, это лицо женщины, которую я видела во сне, и это та самая голубая ваза». «Необыкновенно», — прокомментировал Левингтон. «Ключом к тайне, очевидно, является голубая ваза. По-моему, она похожа на китайскую вазу, возможно, антикварную. Кажется, на ней есть любопытный рельефный рисунок». «Она китайская», — заявил Джек. «Я видел точно такую же в коллекции моего дяди. Вы знаете, он большой коллекционер китайского фарфора, и я помню, что совсем недавно заметил точно такую же вазу». «Китайская ваза», — задумчиво произнес Левингтон. Минуту или две он оставался погруженным в свои мысли. Затем внезапно поднял голову. В его глазах блеснул странный огонек. «Хартингтон, как долго у вашего дяди эта ваза?» «Как долго? Я на самом деле не знаю». «Подумайте, он купил ее недавно?» «Я не знаю. Да, я думаю, что он сделал это недавно. Я сам не очень интересуюсь фарфором. Но я помню, как он показывал мне свои недавние приобретения, и это было одно из них». «Меньше 2 месяцев назад. Тернеры покинули Хезер-коттедж всего 2 месяца назад». «Да, я думаю, что так оно и было». «Ваш дядя иногда посещает сельские распродажи?» «Он всегда ищет распродажи», — сказал Джек. «Тогда нет ничего невероятного в нашем предположении, что он купил это конкретное фарфоровое изделие на распродаже вещей Тернеров. Любопытное совпадение. Или, возможно, то, что я называю нащупыванием слепого правосудия. Харктингтон, вы должны незамедлительно выяснить у своего дяди, где он купил эту вазу». Лицо Джека вытянулось. «Боюсь, это невозможно. Дядя Джордж уехал на континент. Я даже не знаю, куда ему написать». «Как долго его не будет?» «По крайней мере, от 3 недель до месяца». Наступила тишина. Фелис сидела с тревогой, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Неужели мы ничего не можем сделать?» — робко спросила она. «Да, есть одна вещь», — сказал Левингтон тоном сдерживаемого волнения. «Возможно, это необычно, но я верю, что это увенчается успехом. Харктингтон, вы должны достать эту вазу. Принесите ее сюда, и если мадемуазель позволит, мы проведем ночь в Хезер-коттедж, взяв с собой голубую вазу». Джек почувствовал, как по его коже пробежали неприятные мурашки. «Как вы думаете, что произойдет?» — спросил он с беспокойством. «Я не имею ни малейшего представления, но я искренне верю, что тайна будет раскрыта и призрак пойман. Вполне возможно, что у вазы есть фальшивое дно, и внутри нее что-то спрятано. Если никакого феномена не произойдет, мы должны будем использовать нашу собственную изобретательность». Фелис всплеснула руками. «Это замечательная идея!» — воскликнула она. Ее глаза засветились энтузиазмом. Джек и близко не испытывал такого же состояния. На самом деле он внутренне сильно боялся этого, но ничто не заставило бы его признать этот факт перед Фелис.
Доктор же действовал так, как будто его предложение было самым естественным в мире. «Когда вы сможете достать вазу?» – спросила Фелис, поворачиваясь к Джеку. «Завтра», – неохотно ответил он. Он должен был пройти через это сейчас, чтобы не думать, что он мог бы чем-то помочь, вспоминая о безумном крике помощи, который преследовал его каждое утро. Это было то, с чем следовало безжалостно разобраться. Следующим вечером он пошел в дом своего дяди и забрал упомянутую вазу. Он был более чем когда-либо убежден, когда увидел ее снова, что именно она была изображена на акварельном эскизе. Внимательно осмотрев ее, он не смог увидеть никаких признаков того, что в ней находился какой-либо секретный тайник. Было 11 часов, когда они с Левингтоном прибыли в Хизер-коттедж. Фелис была начеку, ожидая их, и тихо открыла дверь, прежде чем они успели постучать. «Входите», – прошептала она. «Мой отец спит наверху, и мы не должны его будить. Я приготовила для вас кофе здесь». Она провела их в маленькую уютную гостиную. На каминной решетке стояла спиртовка, и, склонившись над ней, она сварила им обоим ароматный кофе. Затем Джек извлек китайскую вазу из множества упаковок. Фелис ахнула, когда ее взгляд упал на нее. «О, да, да!» – воскликнула она нетерпеливо. «Это она! Я узнала бы ее где угодно!» Тем временем Левингтон делал свои собственные приготовления. Он убрал все украшения с маленького столика и поставил его посреди комнаты. Вокруг него он поставил 3 стула. Затем, взяв у Джека голубую вазу, поставил ее в центр стола. «Теперь», – сказал он, – «мы готовы. Выключите свет и давайте сядем вокруг стола в темноте». Остальные повиновались ему. Голос Левингтона снова раздался из темноты. «Не думайте ни о чем или обо всем. Не насилуйте разум. Возможно, что один из вас обладает медиумическими способностями. И если это так, то этот человек войдет в транс. Помните, бояться нечего. Изгоните страх из своих сердец и плывите, плывите». Его голос затих, и наступила тишина. С каждой минутой тишина становилась все более осязаемой, и казалось, что сейчас что-то произойдет. Левингтону было легко сказать «изгоните страх». Джек чувствовал не страх, это была паника, и он был почти уверен, что Фелис чувствовала то же самое. Внезапно он услышал ее голос, низкий и испуганный. «Должно произойти что-то ужасное, и я чувствую это». «Изгоните страх», — сказал Левингтон. «Не боритесь с влиянием». Темнота, казалось, становилась все темнее, а тишина все более острой, и все ближе и ближе подступало это непреодолимое чувство угрозы. Джек почувствовал, что задыхается. Зло было совсем рядом. Затем наступил момент, когда страх прошел. Он дрейфовал вниз по течению, и его веки были закрыты, покой, темнота. Джек слегка пошевелился. Его голова была тяжелой, как свинец. Где он был? Солнечный свет, птицы, он лежал, глядя в небо. Затем воспоминания вернулись к нему. Они все за столом, маленькая комната, Фелис и доктор. Он сел, чувствуя неприятную, пульсирующую боль в голове, и огляделся. Он находился в небольшой рощице недалеко от коттеджа. Рядом с ним больше никого не было. Джек достал свои часы. К его изумлению было 1:30. Он с трудом поднялся на ноги и побежал так быстро, как только мог, в направлении коттеджа. Они, должно быть, были встревожены его неспособностью выйти из транса и вынесли его на открытый воздух. Прибежав в коттедж, он громко постучал в дверь. Но ответа не было, и вокруг не было никаких признаков жизни. Должно быть, они ушли за помощью, или же...
Джек почувствовал, как его охватывает необъяснимый страх. Что же произошло прошлой ночью? Он вернулся в отель так быстро, как только мог, и собирался навести кое-какие справки, когда его настиг мощный удар по ребрам, который чуть не сбил его с ног. Обернувшись в некотором негодовании, он увидел седовласого пожилого джентльмена, хрипящего от смеха. «Не ожидал меня, мой мальчик? Не ожидал меня, эй!» — сказал этот человек. «Дядя Джордж? Я думал, ты за много миль отсюда, где-то в Италии». «Ах, но я там не был. Приземлился в Дувре прошлой ночью. Подумал, что я заеду в город на машине и остановлюсь здесь, чтобы повидаться с тобой по дороге. И что я обнаружил? Ты гулял всю ночь, да?» «Дядя Джордж», — твердо остановил его Джек, — «я хочу рассказать тебе самую необыкновенную историю. Осмелюсь сказать, ты этому не поверишь». «Осмелюсь сказать, что не поверю», — засмеялся старик. «Но делай все, что в твоих силах, мой мальчик». «Хорошо, но я должен что-нибудь съесть», — продолжал Джек. «Я умираю с голода». За сытным ужином Джек рассказал всю историю. «И Бог знает, что с ними стало», — закончил он. И его дядя, казалось, был на грани апоплектического удара. «Ваза!» — сумел он наконец выдавить из себя. «Голубая ваза! Что с ней стало?» Джек уставился на него в недоумении, но, погрузившись в последовавшую тираду, для него стало все проясняться. Целый поток слов дяди обрушился на него. «Минг! Уникальная жемчужина моей коллекции, стоимостью не менее 10 000 фунтов. Предложение от американского миллионера Хоггенхаймера. Единственное в своем роде, в мире. Сэр, что вы сделали с моей голубой вазой?» Джек выбежал из комнаты. Он должен был найти Левингтона. Молодая леди за стойкой отеля холодно посмотрела на него. «Доктор Левингтон уехал вчера поздно вечером на автомобиле. Он оставил для вас записку». Джек развернул ее. В ней все было написано коротко и по существу. «Мой дорогой юный друг, закончились ли сверхъестественные явления? Наверное, не совсем, особенно если посмотреть на это в свете новых обстоятельств. Наилучшее пожелание от Фелис, ее больного отца и от меня. Мы отправляемся в 12 часов. Нам должно хватить времени. Твой навеки Амброуз Левингтон, доктор, исцеляющий души».